Давайте до конца продиагностируем вот ту точку, да, в которой находитесь, потому что от этого будет дальше идти ход событий. Хорошо. В каком пространстве вот в данное время, когда вы смотрите видео, вы находитесь? Ваше текущее ментальное, да, вот эмоциональное состояние. Вы больше думаете про то, что можно изменить все-таки, да, про то, как будет это чуть позже. И, по сути, глаза обращены в будущее, чуть выше линии горизонта. В принципе, это правильно. Хорошо. Ну, в данном случае, потому что тут, знаете, если смотреть себе под ноги, можно запутаться в том, что уже происходит, и не решить проблему теми методами, да, которыми она была создана. Вот. То есть эта проблема решается немножко другим. Надо над этой ситуацией быть, над этой проблемой. Что прямо сейчас, вот давайте посмотрим, будет уходить из вашей жизни. Даже если вы вот пытаетесь это удержать, может быть, давайте посмотрим. Что-то будет уходить. Процесс разрушения старого. Что будет уходить из вашей жизни? Возможно, вы советовались с каким-то человеком. Какой-то союз будет уходить. С кем? Мгм. Женщина, с которой вы советовались относительно направления в жизни. Относительно того, как сделать следующий шаг. Вы были очень в открытых таких отношениях или же просто доверяли тому, что говорит она? Это навсегда разрушится или просто уходит на какое-то время? На какое-то время. Возможно, выгодное либо вам, либо ей. Тут именно чей-то такой интерес есть. Какая иллюзия или блок вам мешают сейчас увидеть реальное положение дел? Есть ли такая иллюзия? Взгляд в подсознание посмотрим. Есть ли какая-то иллюзия? Ага. А знаете какая? Вот вы как сейчас находитесь как в аквариуме, да, который вы видите только то, что в нем находится. То есть за пределы вы пока что не смотрите. То есть вот иллюзия в том, что вы варитесь в каком-то одном котле, либо это хорошая какая-то иллюзия, то есть вам кажется, что все, в принципе, вот так, как было, как есть, так и будет всегда, да, так вот хорошо. Либо если что-то происходит, и вы переживаете, да, то это тоже является иллюзией, потому что есть какой-то внешний мир, но вы не заглядываете туда пока. Вы дальше своего вот аквариума, да, дальше своего резервуара этого не видите. А почему так? Ну, тут больше мысли обращены в себя, глубоко в себя. Знаете, что вам сейчас рекомендуют? Высшая какая-то сила, она говорит: я тебя слышу, я тебя вижу, но я хочу, чтобы ты это тоже а, проговаривала для себя чаще, да, например, да, то есть чтобы верила в это. И одной из рекомендаций идет вот записывать какие-то ваши мысли, будто бы вести дневник каких-то глубоких внутренних переживаний, глубоких своих мыслей. Там будет некая истина в итоге, которая раскроет, вот эту маску вскроет, да, раскроетесь вы перед собой. Вы раскроете больше себя для самой себя. Это даст вам большие-большие перспективы, даст вам возможность выйти за грани, выйти за пределы вот этого резервуара, вот этого бассейна. Это как и выйти из состояния отшельника, да, то есть вот все эти карты говорят. В чем заключается главный внутренний конфликт, который вам нужно разрешить именно в этой точке? Главный внутренний конфликт. Мужчина. Там, например, нужно знакомиться, не нужно знакомиться. Внутренний конфликт со своим мужским. Нужны мужчины, не нужны мужчины. Либо если вы там замужем, разводиться, не разводиться, нужно, не нужно. Понимаете, вот что-то такое.
Или вообще вот что-то связанное все-таки с мужской половиной вас. Но это ведь отражается во внешнем мире. Все, что внутреннее, да, оно отражается во внешнем мире, показывает вам, что у вас там не решено, да, внутри себя. Хорошо, совет вам по вот этому блоку. Выход за пределы. Видите, как выйти за пределы. Там легко, там хорошо, там красиво. Выйти в парк. Выйти куда-то в то место, где есть люди, и вам, ну, по крайней мере, там, где будет вам приятно все-таки. Ну, или же просто выйти за те рамки, в которых вы находитесь. Это не сложно, просто открыть двери миру, показать миру себя, лицо свое. Вот есть в этом мире какой-то человек, который ваша вторая половина. Либо это друг, либо это любимый. Ну, в общем, человек, который вас понимать будет. Хорошо. Давайте посмотрим второй блок. Так, сейчас. Суть самой точки невозврата. Давайте так обозвем его. Кстати, вот о мужчине, который идет. Здесь показан все-таки медведь. Вот он не может подойти, постучаться к вам в окно, если вы живете там на третьем даже этаже, потому что это высоко. Если он, конечно, не занимается промышленным альпинизмом. Ну или еще чего-нибудь. Может, он пожарник и сможет все-таки добраться до вас. Так, смотрим, значит, суть точки невозврата, да, что именно меняется навсегда, абсолютно навсегда. Так, вообще цель вот сейчас этого блока будет раскрыть самый главный смысл самого заголовка нашего, да, объяснить, почему этот день вообще стал рубежом, тот, в котором вы находитесь сейчас. Какая сфера вашей жизни проходит сейчас точку невозврата, через точку невозврата? Сфера. Ну вот раскрыть внутри себя, саму себя, полюбить себя, увидеть настоящую себя, снять маску, прежде всего перед собой. Вот тут мосты будут сожжены окончательно. Какая сфера? Сфера там, где маски. Вы действительно раскроетесь. Смотрите, вы раскрываетесь буквально сразу же, как только вот снимаете эту маску. А что значит снять маску? Вот вы сейчас слушаете и не понимаете, скорее всего, почему вдруг снять маску. Это вы все-таки? Снять маску или же не скрываться. Не скрываться. Вы скрываетесь, и вас никак не может увидеть ваша вторая половинка, которая предназначена вам судьбой. Так, скрыто. Ну вот видите, так и говорят, что вот женщина, она находится перед окном, смотрит, она вроде как открыта для мира, но она за закрытыми окнами сидит. Так, какой важный жизненный цикл, сам кармический урок? Давайте посмотрим. Вы завершаете прямо сейчас. Есть ли такой? Преодоление. Вот преодоление какое-то у вас есть. Большой рост. Что-то связано с родом вашим. Вырваться вперед. В вашем роду есть некая сила, которая помогает тем людям, которые отличаются, допустим, от остальных, вырваться вперед. Вот на этой энергии, на этом импульсе у вас есть возможность. Есть человек, который даже подскажет, как и куда идти, как и куда лететь. А кто этот человек? Составит вам компанию. Этот человек может быть из семьи, ну или же ваша будущая семья. Ваша будущая семья, представляете? А что значит подсказать? Вот вам-то подсказки не нужны в этой жизни. Что значит подсказать? Это будет ненавязчивая подсказка. Скорее всего, это как-то интуитивно вы услышите саму себя, когда будете общаться с этим человеком, как и куда двигаться. В вас заговорит внутренняя ваша вот детская непосредственность и ваш внутренний ребенок.
А если какое-то решение, выбор, вот сделанный вами раньше, да, и этот выбор запустил какой-то необратимый процесс? Есть ли такой выбор? Посмотрим. Какое решение или выбор? Решение, например, по недвижимости, дому. Это было запущено ранее и пошло вот как необратимый процесс. В хорошую или сторону? В сторону выбора. Это как укорениться, осесть на месте. Но нужно какое-то время, потому что большое количество каких-то помех я вижу. И эти помехи могут создаваться теми людьми, которым все равно, да, например. Если что-то зависит от, ну, это знаете, как вот как от чиновника. От него многое зависит, но этот человек часто, почему так вот в мире, да во всех странах, вот, мне кажется, во многих, давайте так, не во всех, но во всех знакомых мне происходит так, что чиновник, но не хочет он делать так, чтобы все это быстро сложилось для вас, ведь правда? Или там сотрудник госучреждений. Очень редко, когда он так прям напрямую заинтересован, чтобы у вас все получилось и все быстро получилось. Такого не бывает практически. И они работают как ленивцы, да, и что ты им только не говори. Но не все, конечно, не все. Что Вселенная забирает у вас безвозвратно, вот навсегда, освобождая место для нового? И почему это на самом деле вот благо для вас? Давайте посмотрим, что Вселенная забирает у вас. Так, что-то, к чему вы были привязаны. Что это? Навсегда. Вы были к этому привязаны. Это что-то чистое, между прочим, что-то чистое и благородное. Вы обращались туда как за мудрой мыслью. Это кто-то из людей? Нет, это что-то другое. Это будто бы случайное что-то. А почему так странно говорят? Что же это такое? Но в этом есть вот какой-то ключик, видите? Там, где вы обращались за ответом, вот как-то за ответом обращаясь, вы получали этот ответ. Но теперь вы остаетесь сам на сам и сможете выбираться из ситуации самостоятельно. Почему? Ну, это для усовершенствования вашей силы. Потому что вот вы видели любое препятствие какое-то, да, какой-то лабиринт, и вы всегда спрашивали. Но это не какой-то человек, это будто бы что-то другое. А зачем? Видите, как дороги открывались перед вами. А сейчас что, не будут открываться? А сейчас вы видите так просто, у вас какой-то третий глаз солнечный. Вам не нужно обращаться теперь ни к кому, чтобы... А может, это и человек, который, конечно же, да, но какой-то вот случайный человек, то есть не родной, не постоянный, случайный человек. Либо случайная помощь какая-то. Вот, теперь вы сами все можете, сами, абсолютно сами. Карта Солнца, шикарнейший процесс вот такого самостоятельного движения, когда вы и сами все знаете, вы сами себе солнышко. Сами себе открываете двери, сами, знаете, вот не знаю, подписываете, возможность прохода в эту дверь. Но что-то случайно от вас уходит все таки, да? Случайности будут уходить. Вы сами все будете знать, абсолютно сами. Ну, это, например, раньше вы руководствовались подсказками, да, человек шел подсказки применяя, а теперь вам подсказки не нужны, вы этот путь уже проходили раз 100. Да, и вы знаете, как идти.
Вот это видение вас сопровождает, помогает. Окей. Почему это благо для вас? Ну, вы становитесь будто бы сильнее, натренированнее, сильнее. Благо для вас. Ой, такое идет интересно, сейчас расскажу. Во-первых, это привлекает любовь. А вы знаете, какой дорогой идти для того, чтобы эта любовь встретилась вам на пути, и вы нашли свою пару, единственную, неповторимую, всегда были счастливы на протяжении следующего там, участка вашей жизни большого и крупного и замечательного. И сейчас вот вы это осознавая, вы как сами можете прийти туда, да. Но тут еще такой интересный элемент есть, что когда вы обращались к тому источнику, да, информации, где спрашивали всегда, то это почему-то было как кармическое что-то. Вы спрашивали про кармического партнера. Ну, не знаю, может, вы обращались к какому-то человеку, например, к женщине, да, ясновидящая какая-то. Вот я так вижу, например, как пример. Почему, да? Потому что она как вот случайный человек. И вы лично приходили к ней навстречу и задавали вопросы. Это были кармические отношения, это были тяжелые отношения. Сейчас вы знаете, будто сами знаете, куда идти. А почему? Потому что вы встречаете не карму, а судьбу. Вам не нужны подсказки других людей, вам не нужны подсказки того человека, к которому вы обращаетесь. То есть тот человек уже не нужен. Там женщина какая-то, кстати, да, все-таки была. Даже вы вот будете смотреть расклады, да, мои там или других людей, вы будете по-другому интерпретировать это все для себя. Вы будете знать, будто бы наперед все. И будете знать, где кармический был партнер, где кармический ваш путь. Сложностей, препятствий, каких-то, как доказать другому человеку, что вы способны на что-то, что вы лучше. Это кармический путь, сложный, тяжелый путь. И тот путь там, где солнце, вы как солнце освещаете сама себе дорогу. И путь судьбы кажется всегда таким вашим, да, как бы там ни было. Вам ничего не нужно доказывать никому. Не нужно показывать. Вы практически эмоционально не подвязаны каким-то процессом даже с этим человеком по типу там доказать что-то, и это вызывало ссору, конфликт. Это уходит у вас, уходит. Солнце вообще ни с кем конфликтовать не собирается. Светит и светит, освещая землю, освещая и нагревая, да, ее. Хорошо. Давайте сюда еще заглянем. Вот дар Вселенной. Что приготовлено для вас? Я бы еще так посмотрела. На всей колоде. Почему нет? Так. Хочется вот из какого-то немножко вас расслабить. Вот так. Вот. Чтобы немножко вас расслабить, сейчас посмотрим. Позитивный какой-то ресурсный лад. Да, увидим. Переведем. Дар Вселенной. Дар от Вселенной. Понятно, да? Что Вселенная приготовила для вас взамен уходящего? Вот что-то уходит, да? Что-то уходит, и вы хотите, скорее всего, как что-то взамен, да, чтобы было, чтобы пришло. Что это? Это главный дар, да, ресурс или новая возможность какая-то от этого периода. Так. Вас будет всегда сопровождать удача. Вы будто бы, вот если верите, да, вот в то, что если четырехлистник найдешь, и всегда будет эта удача при вас. Как бы там ни сложились ситуации, вы всегда будете в какой-то выигрышной позиции. Вам не нужно больше быть ну, вот как с протянутой рукой, не хочется такое говорить, но вот как в роли просящего в каких-то ситуациях каждый, наверное, встречал себя, да, и так не хотелось это делать. Но вот вам больше не нужно так. Какая-то удача вам всегда будет сопутствовать. Будут попадаться те люди, которые необходимы, а будут складываться обстоятельства такие, которые вам на пользу. Какая-то удача постоянно будет вас вести за руку, буквально.
Вы вперед нее даже будете идти, она за вами в припрыжку. Что Вселенная приготовила вам как подарок. Так, ну, кто-то, если смотрит меня беременной, пожалуйста, ребенка. А если кто-то хочет, это точно ребенок. И либо что-то, что вы будете непременно любить, обожать в своей жизни, что-то новое и очень-очень похоже на ребенка. Непосредственное, милое, замечательное. Или же решается проблема, допустим, если у вас есть дети, да, с ними как раз решается проблема. Приготовила новое задание. Это задание вам по плечу, вам все горы по плечу, и вы будете удивляться, каким легким путем вы будете достигать все цели. Что еще Вселенная приготовила? Какую-то интересную хитрую дорогу в вашей жизни. То, что вы будете носом чуять, куда идти, и вас никто не сможет преследовать, только как лисичка хвостиком заметать дорожку будет. Вот так. Какой-то сюрприз для вас и вашей семьи, между прочим. Но лисичка часто старается для себя, но она больше беспокоится о том, чтобы вот петушка схватить и понести своим деткам, правда ведь? Вот я поэтому и сказала семьи. Так, какая новая сила? Может, качество, таланта, да, пробудится в вас после прохождения этой точки. Какая-то новая сила. Ой, у вас опять период стабильности начнется. Это вот, допустим, вы сейчас в таком периоде, когда все закрутилось, 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 да, а потом вот не то, что тишь гладь, и вы, это будет незаметно. Это будто бы осели, еще ищете какое-то место, а, а в принципе уже идет развитие, идет рост. И вот это состояние спокойствия, оно вас будет сопровождать. Новая сила. Также здесь говорят, например, найдешь новую прекрасную работу, либо найдешь новое прекрасное место для жизни и укоренишься там. Это сила, сила. Еще какая сила? Здоровье крепкое, замечательное. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы у всех было. Тот, кто слышит, пускай так и будет. Дальше связь с вашим родом. И какая-то такая радужная, замечательная тема, да, вот видна здесь. Какая сила, новая сила, качество, талант. А больше глубже будете разбираться как в себе, так и в людях. Вы будете будто бы в душу смотреть, вот когда глаза будут ваши встречаться с глазами другого человека, этот человек будет прям чувствовать, что вы реально сквозь него, сквозь его глаза видите его полностью. Еще какая сила? Женская сила. Это сила, связанная с лунными фазами, когда вы будете, кажется, то усиливать, да, то свою женскую энергию, то она будет успокаиваться, да, вот как приливы, отливы. Окей, интересно, знаете, вот такой еще вопрос, какое-то неожиданное известие, предложение или человек ворвется в вашу жизнь как следствие этих перемен. Есть ли такое? Что-то ворвется в вашу жизнь? Мужчина врывается. И показано, смотрите, первая карта звезда, последняя карта друга, верности, привязанности. Человек, который по карте гроб, это все-таки ответственный, серьезный и, знаете, вот похож на ботана, что ли, какой-то закрытый такой. Кажется, многим людям будет, что этот человек, этот мужчина, как будто бы вот сам себе на уме. Но перед вами он честен и открыт, верен. В общем, что я могу сказать? Вам врывается ваше будущее, и это будущее связано с человеком, который будет вас любить и будет очень верен вам. Открытый и замечательный человек. Это дорога любви. Этот человек может быть и жить, либо находиться в данный момент не на одной с вами территории, не в одной стране, не в одном городе, а где-то дальше, далеко. Давайте тогда побольше проспросим вот в этом
вопросе, да, вот в этом пункте про этого человека. Что это за мужчина? Что за мужчина? Так, ну, тут показана книга. Это может быть действительно человек как мудрый, как тысячи, миллионы книг. А также человек, который творец своей судьбы, и человек, который, с которым вы будете эту книгу судьбы свою писать. Ну, тут тоже подтверждается, что это не открытая книга, да, а книга, которую перечитывают. Мужчина все-таки идет, смотрите. Приближенный персонаж, отдаленный персонаж. Вот. Мужчина с цветочком. Кто же он такой? Пока что вы его не видите в своем пространстве абсолютно, но тут будет любовь и деньги. Вот так. Вот такой фильм у вас. Это основательные будут отношения, и они будут приводить все-таки, ну, я так вижу, к браку, если необходимо вам. Если необходимо вам. Тут я не вижу точно, но это при желании. Страсть, яркие отношения. Много людей будут болтать о вас. Но вам-то, вы не такие птички мелкие, да, а вы крупные птицы, оба. И будете вить свое гнездышко. И совершать крупные перелеты. Но я вижу, что общество вас по большей части уважает, и это тоже уважаемый человек рядышком с вами. Но пока вы его не видите в своем пространстве. Пока это как масочка. Так, а как этот подарок Вселенной, вот все-таки, да, это не только человек, да, а просто вот состояние это, да, ваше, изменит ваше материальное положение и духовное положение, да, в ближайшие месяцы. Материальное положение и духовное положение. Классно, смотрите, две одинаковые карты, только здесь это двойная дорога, а здесь двойная, и все равно сердечко получилось. Здесь двойные шеи такие, да, сплелись вместе. Материальное положение будет у вас два источника, я так вижу, дохода. Это, скорее всего, ваш, может быть. Ну, я не буду сейчас точно говорить, допустим, вашим, того человека, который с вами, или же просто ваши два этих источника крупного дохода. Большие горизонты открываются, замечательно. Я вижу на вас вот замечательные наряды, красивая такая женщина. Так, и духовное положение будет меняться в ближайшие месяцы. Вы будете чувствовать, что вы не одни в этом мире, что есть еще такой человек, как вы, и вы очень сильно похожи духовно. Вы будете это чувствовать, это единение, это союз, это сердечные чувства такие, да, сердечный союз. Хорошо. Так, здесь у нас совет по вот этой части. Я хочу посмотреть. Так, совет. Следи за направлением, не теряй этот компас в жизни. Ну что ж, тут, скорее всего, вот есть цель, да, эту цель вы видите, пожалуйста, смотрите выше линии горизонта, выше самого препятствия, которое может встать между вами и этой целью. Не теряйте свой, вот эту стрелочку, да, на компасе. Почему я так говорю? Потому что тут вот выпадала мне карта, я ее затасовала в колоду. Вот, кто-то хочет вас сбить с пути, нарисовать вот эти вот лабиринты, но вы-то знаете, куда лезть. Вы-то выше, посмотрите, вы-то, вам лабиринты не страшны, птичка в лабиринте не может быть, пока в клетку не залетит. И клетки для вас отсутствуют. Итак, давайте смотреть дальше. Я сейчас прокручу. Так, а теперь самое такое интересное, самое важное, руководство к действию. Исходя из того, что вы услышали сегодня, вам руководство к действию. Интеграция, да, вашего опыта. Так, я сейчас попытаюсь дать вот такие четкие инструменты, как прожить в ближайшее время, да, и не совершить ошибок. Очень интересно. Чего категорически нельзя делать в этот период, в ближайшее время, чтобы не заблокировать новую энергию? Что не делать? Пока не срывайтесь. Так, чего не делать? Вам больше как разобраться в себе бы, буквально на первый день. И потом выйти из рамок.
То есть, разобравшись в себе, выйти из рамок. Чтобы разобраться в себе, надо просто сказать там, что пару себе приказать слов, что вы действительно уважаете себя, любите себя. Вот эта нелюбовь к себе, она порождает то, что вы, выходя из зоны вашего пребывания, вам некомфортно там. Но как только вы поймете, что этот человек достоин многого, а, выход из этой вашей зоны, как вы называете это, зона комфорта, покажет, что у вас, что вы звезда, понимаете как? Что у вас большущие перспективы на будущее, и что вас все любят, мир вас любит. Как вам правильно прожить эмоции и расставание, может быть, со старым, вот правильно, какой-то тоже совет такой. Будьте придирчивы к обстоятельствам, будьте внимательны, будьте ну, хитры, может быть. Тут даже так вот, если вы встречаете человека, и он будет как-то юлить перед вами, просто вот как лиса, все-таки вот хитрость есть, как лиса, да, себя вести. Очень хитро. Улыбнитесь и уйдите. Или, ну, в общем, понимаете, да, то есть как лисичка себя ведет. Хитро. Как прожить? Мгм. Тут родные стены очень сильно тоже спасают ситуацию. Например, вышла из зоны комфорта, вернулась назад. Понимаете, что вам не придется всегда быть вот в каких-то стрессовых ситуациях. То есть вот стрессы, конечно, лечатся дома. Дальше вот это о том, что домашний очаг, да, люди, которые рядышком, люди родные, но они могут быть не с вами, это самое близкое, то, что у вас есть. Если таких людей вообще нет, ну вы тогда уж сами с собой, и вы самый близкий себе человек и родной. Не слушать то, что извне вас пытается настроить против себя, не поверить в саму себя. А здесь карта скажет, скорее всего, о том, что ко всему нужно подходить основательно, не поверхностно, ко всему важному. Так, давайте дальше посмотрим. Тут немножко осталось. Совет от высших сил. Какой первый шаг вам нужно сделать навстречу переменам уже сейчас? Самый первый шаг. Бросить кости. Это знаете как? Ну, то есть нужно сделать первый шаг, делать, не делать, брось кости. Если кости покажут делать, брось монетку, не знаю, загадай палец на пальцах. Посмотри карту. Ну, карта это серьезнее, то есть там даже покажут, как надо сделать. Нарядись красиво, накрасься, нарядись в красивенное платье, не знаю, купи себе цветы. Съешь мороженка, еще говорят. Так, что здесь? Заботься о себе, о своем здоровье. Так, род завещал. И опять же, тут карта змеи. Она говорит о том, что внутреннюю мудрость никто не отменял. Масочки снимать. Это уже карта со дна колоды, поэтому она всегда говорит о том, что в подсознании это есть еще какой-то блок. Финальный итог. Каким человеком вы станете, когда этот транзит полностью завершится? Взгляд ваше обновленное «Я». Вы сможете смело выходить навстречу любым препятствиям. Для вас они уже не препятствия. У вас уже есть вот этот конь, который вас несет по радуге. У вас есть с собой какой-то документ, с собой даже есть, да, если так говорить, который пропуском является. Удача вам будет сопутствовать. Что тут еще сказать? Воспользуйтесь этой удачей. Возьмите с собой что-то, что олицетворяет, может, эту удачу. Читайте больше книг. Вы будете как раз таким человеком, очень удачливым, легким на подъем. Ну, здесь, знаете, вот как самим собой будете. И точно знать направление. Какой следующий шаг вам совершать. Какая дорога ваша, а какая чужая. Какая вам нужна, а какая нет. Какой человек вам подходит, какой нет.
будете знать точно, какой принесет счастье, а какой лучше обойти стороной. А вот так. Мои дорогие, я очень рада была с вами быть здесь, в замечательном этом видео. Спасибо вам за ваше присутствие, лайки, комментарии, энергетику. Пускай в ваших карманах зазвенят больший ресурс, да, чем вы вкладываете сюда. Спасибо вам за донаты. Всего доброго. Пока-пока.